На повестке дня сегодня такой пепремнум. Он уже отрастил очень большие корни. Из-за того, что постоянно здесь была вода, в итоге у него прям видно такие вот водянистые эти корни. Короче, это такой, можно сказать, полуфитильный полив был. Постоянно влажная почва была. Ну, смотрю, что он, в принципе, хорошо очень себя чувствует. Очень нравится мне, красивый. Поэтому я решила перевести его в горшочек побольше. И на фитиль тоже. У меня с ним была печальная история. Прошлым летом, я его купила, кажется, прошлым летом. И он так хорошо разрастался. Такой красавчик был. А потом зимой я поставила там, где очень больше тени, и там было прохладно, почти на полу он стоял. И он, в общем, замерз. Я смотрю, что начинает просто желтеть один лист за другим. И поэтому я поняла, что надо что-то делать. Я уже испугалась, думала, что все, это потеряла я его. Но ничего. Ну как ничего, я достала, конечно, там корней не было вообще. Я показывала это там совсем сгнили полностью. Поэтому если бы я дальше так продолжала, то точно бы там ничего не осталось. Поэтому я его достала тогда, начеренковала, потому что у меня была одной веткой. Ну, в общем, что не делается, то к лучшему. Получилось, что у меня так много веточек вышло. Так. Все, корни спасены. Да, хорошо ввил он тут, конечно. Я не знаю, наверное, даже так и оставлю, потому что здесь грунт рыхлый такой. Просто на дно. На дно я по бокам насыплю минеральный. Как вы уже, наверное, поняли, я не очень люблю заморачиваться. И хочу сказать, что для растений чаще всего так и лучше. Потому что когда мы начинаем мудрить, то ерунда получается. Так. Да, красивые корешочки. Поправляю фитиль. Вот он. Чистый вермикулит, уже остатки. Надо будет докупать, конечно. Чем отличается перлит от вермикулита? Тем, что перлит, он практически вообще не держит влагу. Он сразу высыхает. А вермикулит как раз вот влагу удерживает. Поэтому их смесь то, что нужно. Сейчас я здесь, наверное, в стаканчике перемешаю, себе тут сделаю смесь. Как я уже говорила, конечно, лучше смачивать. Я иногда так делаю, но сейчас у меня такая экспресс-пересадка, поэтому не смачиваю совсем. Потому что если смочить эти минеральные, то не будет такой пыли. Ну, у меня уже пыль. Как я говорила, что можно делать фитильный полив не только полностью минеральный грунт, можно смешивать. Можно сделать смесь с обычным грунтом, но, опять же, нужно помнить, что это пропорции должны быть соблюдены, то есть сколько там должно быть универсального. Ну, универсальный, конечно, вообще, может, даже лучше и не стоит. Если добавляете торф, может быть, совсем чуть-чуть универсального. Потому что нужно такое, чтобы оно не задерживало влагу. Вот, помните об этом. Поэтому никто не против добавления грунта, но с такими условиями. Так, у меня тут корешочки торчат, мне это не нравится. Надо чуть-чуть, конечно, углубиться со временем. На несколько поливов, и оно просядет.
потом еще можно будет досыпать. Ну, а так, в принципе, хорошо. Главное для растения не заглублять и чтобы не торчали тоже сильно из-под земли. Должно быть вровень. Вот такая экспресс-пересадка. Красота же. Я не знаю, мне он очень нравится. Почему-то те, кто приходят, смотрят растения, и вот у них не вызывает такого восторга, как у меня. Ну, так я всем показываю, посмотрите, какой красивый, какие листья, правда? Они такие плотные. Да, красиво. Ну как же так? Оно же вообще прекрасное просто. Не знаю, бывает у вас такое? Это же растение, которое вам нравится, больше не нравится никому. Не знаю, вот этот эпипремиум, он просто невероятный какой-то. Очень хочу, чтобы он разрос. Я его хотела посадить вообще на тотем, чтобы он укрупнял листья. Но пока не знаю, пока он так красиво растет пышненьким кустиком. На тотем я посадила другой эпипремиум, Пинатум хайколор. Вот, он уже хорошо укрупняет листья. Так, и сейчас мне еще надо будет, знаете, что сделать? Пересадить вот этих вот традисканций. Знаете, что я подумала, что пересажу свою традисканцию прямо в этот же стаканчик, где у меня был эпипремиум. Я уже сюда сделала фитиль. Кстати, знаете, что вам скажу насчет фитиля? Видите, сколько у меня здесь дренажных отверстий? И вот я поняла, что лучше так не делать. Сейчас вам покажу почему на примере замиокулькаса. Смотрите. Видите, что происходит? И вот это тоже корень. Это не фитиль. Было бы только отверстие для фитиля, не было бы таких проблем. А так, получается, вылазят корни в эти отверстия, и, не знаю, мне это не очень нравится. Не очень хорошо это потом доставать оттуда. И ладно, если еще как у замиокулькаса небольшой корень, а бывают же такие вообще, как понарастят. Поэтому вот что я поняла, что не буду так больше делать, сделаю только отверстие для... Ой, тут у меня уже корни наросли. Сделаю отверстие исключительно для фитиля. Потому что, как бы, зачем дренажные отверстия нужны? Чтобы влага хорошо уходила. У меня тут подсгнивали. Ой, гляньте, посмотрите, что происходит. Да. Чтобы влага уходила. То есть, когда мы поливаем, лишняя влага, она должна уходить. А когда растение у вас на фитиле, слушайте, ветка есть, а корней нету, да? Класс. А за счет чего мы собираемся расти? Неизвестно. Ну и ладно. Если так решил, значит, за счет чего-то хочет. Пусть. Дадим шанс всем. Так, тут я опять себя перемешаю. Пиролит. Вермикулит. Может быть, вы, конечно, спросите, почему у меня настолько простой состав. Где же циолит, пеностекло и прочие составляющие. А я вам скажу, что это роскошный максимум, который у нас продается. Пожалуй, я вот эти тоже уберу. Листики. Так, это надо сделать аккуратно, чтобы корни не повредились. Да. Это вверху можно будет малюточку поставить. Это сюда. Сейчас мы сделаем композицию. Да, пожалуй, тут тоже. Ведь он в воде был все время. Надо бы его убрать. Все равно, наверное, некоторые листья получится внизу. Почему я вообще решила эту традисканцию рассаживать? Я уже показывала это видео. Все потому, что она уже очень сильно разрослась. Причем она это делает невероятно быстро. И у меня уже начали желтеть листья. Я на это посмотрела и подумала, что пора пересаживать. И не прогадала. Там было корней просто под завязку. Но так как они у меня стояли, я на них смотрела, думаю, слушайте, ну традисканция вообще это же
такое растение влаголюбивое. Соответственно, если растение влаголюбивое, то фитиль для него это идеал. Знаете, что я уронила там фитиль? Так, все заново. Кстати, каким растениям подходит фитиль, а каким нужно чуть поосторожнее, я рассказывала. У меня есть большое видео, которое, по-моему, так и называется. Фитильный полив, кому подходит, кому нет. Если вы только думаете о том, чтобы перевести растение на фитильный полив, можете посмотреть. Это довольно интересно. Ну и там тоже это все под пересадку. Я рассказываю. Так, сейчас мы еще досыпем тут. Конечно, да, там ничего такого особенного я не рассказываю. Но если вы только задумываетесь о том, чтобы перевести свои растения, то я думаю, вам будет интересно это. Мне бы было интересно, когда я только думала о том, нужно мне это, не нужно, хорошо будет растением или не очень, с каких начать, то вот это видео как раз для таких людей. Как всегда, я проверяю, чтобы хорошо было заполнено пространство. Честно говоря, вот за традисканцию вообще не страшно, потому что это такой зверь, который растет. У меня есть большое растение, и я знаю, что даже если с этим вдруг что-то пойдет не так, я всегда нарежу ветки с того, и все будет прекрасно. Так, это уже у нас получается лишнее. Все. Конечно, есть некоторые листочки заглубленные, но надеюсь, все будет хорошо с ними. Так. Вот. Наконец-то. А еще бонус вам, как всегда. Без бонуса нельзя. Это вот такая хоя. Знаете, сколько она уже в воде? Месяца 2, наверное, если не больше. И я уже думала, что все, уже ничего с ней не будет. И я попросила продавца. Говорю, что, знаете, как бы нехорошо себя чувствует это растение, что делать? Она говорит, не проблема, я верну деньги. Но мне же хочется растения, зачем мне деньги? Вот вместе с этой хоей покупала, кстати, тоже, видите, я показывала, да, на фитильном поливе, и как прекрасно растет. Вот смотрите, да, здесь уже 2 новых листа появилось с тех пор, а это все никак. Но я не теряла надежд и думаю, нет, все-таки что-то должно получиться. И смотрите, что здесь появилось. Вот такие белые бугорочки. Что это значит? Что это, скорее всего, будут корни. Представляете? Какая воля к жизни. И уже этот листик распрямился, и смотрю, что это тоже начинает потихонечку распрямляться. Хотя мне казалось, что это уже все, процессы необратимые. И еще до этого, что я увидела, это уже отрезала лист. Вот, посмотрите. Вот, малыши, корешочки. И вообще, когда это увидела, оно было все вместе, да, вот так вот. И думаю, неужели вот это да, ничего себе, потому что ничего не было на ней. Я отрезала, посадила его вот отдельно сюда, в эту смесь. У меня тут, кстати, еще, знаете, что растет? Крестовник атони, но у меня есть атони. Ого, это уже корни. Но это другой, не такой, как у меня. У меня такие длинные ветки. А это такой, который кучненько так растет. Почти как роули. У-у-у, какая красота. И я нашла это на улице, рядом с горшком. Он тут есть, но слабенько. Да, я не стала срывать с горшка. Хотя, конечно, их там очень много. Но я полазила там
рядом и нашла вот эти вот 3 штучки. Для старта пойдет, в принципе. Так что вот, и я думаю насчет этой хвои. Пока у меня тут укореняется часть тоже в этой смеси. Слушайте, я же забыла. У меня же тут еще вот это осталось. Сейчас надо ее куда-то присунуть. Так. Да, и я пока в раздумьях. Как лучше? Конечно, на фитиле больше надежды. Ну, тем более она же в воде стоит, в принципе, да, столько времени. Да. Бедные корни. Прости меня, пожалуйста. Все. Должна устаканиться. В прямом смысле слова. Так, все, есть. О, нет, зацепилась. Вот так вот. Теперь все. Еще подсыплю сверху, чтоб никто их не нашел. Все, эта красотка отдельно. Как-то она так постепенно стала в центре кадра. Я уверена, что если вы промотаете на начало, там было не так. Хочет внимания. Да что такое? Все, последний раз делаю, честно. Я даже не буду вырезать, вот как есть. Целая сага. Все. Теперь точно. Я даже трогать не буду, пусть. Только полить надо будет. Надеюсь, когда буду поливать, оно не выпадет. Вот, так что, не знаю, как вы думаете, что делать? Я в замешательстве. Пока думаю, пока она еще стоит в воде, и я этим временем думаю. Ну, а если хотите узнать, что будет с ней дальше, и вообще с моими другими растениями, те, которые на фитиле, которые не на фитиле, как лучше растут, с ним или без, все сравним, все расскажу. Подписывайтесь, приходите. И до новых встреч.